Дорогой мой юный друг, если ты не достиг 14-летнего возраста, то я очень тебя прошу закрыть это видео, так как все, что в нем пойдет, на ютубе для тебя просматривать запрещено. Спасибо за внимание, понимаюсь, ты поймешь мою позицию и правила ютуба. Спасибо. Мы прибыли с вами в парк, в это живописное место, а значит пойдет серьезный разговор. В течение этого видео меня покусает примерно 200 комаров, но я готов на эти жертвы. Ты успокойся, ну подумаешь, комаров 1,5 миллиона. Не ссы, я 100 раз так делал, сейчас быстренько снимем, а комары кровь всю не выпьют. Ну чё, погнали? Вы даже не представляете, чего мне это стоило. А также автора можно поддержать своим комментарием, поставить лайк или дизлайк, вашу оценку увиденного. Ну и подписаться на канал, чтобы не пропускать эти и другие интересные видео, в том числе и прямые эфиры. А вы обращали, что в последнее время к вам в рекомендацию стал попадать какой-то сомнительный контент? Там происходило вроде как бы мода, модные показы, но все эти замечательные девушки одеты в одну изоленту. В паховой области, на сосках и на ягодичных областях. И это на главной странице Ютуба, который всячески хочет оберечь детей от неприемлемого контента и лиц, которые подвержены риску. Но, видать, правила почему-то не работают. И у такого контента почему-то нет никаких предупреждений о том, что этот контент не предназначен для лиц определенных категорий. И даже такой контент еще и монетизируется, хотя вроде бы какая монетизация на таком контенте. И если вы думали, что это только это вся суть проблемы, то нет. Это у нас, друзья, товарищи, господа, это у нас второй виток зашквара Ютуба. Когда же был первый? Для тех, кто не понял, это было во времена коронавируса, когда все сидели дома. Это мы сидели дома, но онлифанщицы и вебкам-модели не сидели дома. Это их необычное рабочее место. И они стали заниматься якобы йогой. И если тогда мы как-то, йога, как говорит Тиньков, сомнительно, окей, то сейчас это уже не йога. То, что сейчас на главной странице в рекомендациях вам попадает. Если это йога, тогда я экстрасекс там или папа римский. Я могу тогда присесть 1500 раз. Присед делаю 1200 без остановки. За минуту. Или еще что-нибудь сделать подобное, если это йога. Такие дамы, помимо того, что у них вот эти есть все ресурсы для взрослых, и на которых они все это дело замечательно монетизируют, а они еще, когда их прогнали частично с Твича, хотя кто их прогнал, да, они в обход всех правил, или просто правила не стали для них работать, стали снимать подобный контент. Они собираются по несколько человек и занимаются якобы йогой. Ну какая к черту йога, когда выше пояса у нее одежда прозрачная, и все можно прекрасно понять, что это как бы не про йогу. Некоторые не кооперируются, некоторые поодиночке снимают контент в антистресс платьях. Но девушки могут меня поправить. Вот эти платья полностью прозрачные, черные, белые, но по факту такое платье в пол, так сказать, полностью прозрачное. И через него юный друг, не достигший 14-летнего возраста, все прекрасно сможет разобрать и изучить курс биологии 9 класса экстерном в области женского строения. И это у нас безопасно? Кто-то скажет, что-то ты выдумываешь, мне там за всю жизнь никогда такое не попадало. Для таких неверующих людей будут тут скриншоты появляться. Часть из них я не могу показать, потому что в меня, в отличие от этих моделей, так сказать, меня-то могут как раз нахлобучить страйками.
я-то не онлифанщица, у меня нету всех вот этих преимуществ, и меня там могут забанить. Поэтому в бусте будет фоточки, ну как фоточки, скриншоты их заставок, которые на главной странице Ютуба были. Также сейчас вот у вас пойдет видеоряд, мои кинутые страйки. Для справки, чисто для справки, за полгода я на 100 каналов примерно кинул страйки с подобным содержанием. Забанили примерно около 10%, может быть даже меньше. И то я бы не сказал, что это моих рук заслуга. Но на подобный контент я исключительно негативно реагирую, и я на него жаловался. Но что поменялось? Ничего не поменялось, но мы должны на это обратить внимание. Такой сомнительный контент я опишу своими словами. Надеюсь, у вас не сильно бурная фантазия. Где девушка от 18 до 40 лет, чаще всего европейской внешности, американка, европейка. Есть японки, как вы их называете, этими, такая типичная аниметянка, так называемая, которые тоже освоили и поняли, как это работает. Вот, и они там в такой прозрачной одежде. Так и это еще не все. Они же это еще снимают где? В душе. Они в этой прозрачной одежде, кто-то штаны бывает, какие-то такие, в которых обычно йогой занимаются, одевают, и вот так себя водичкой обливают. И потом переодеваются в какую-то другую одежду, такого же формата прозрачного. Тоже что-то говорят, вот такой комплект. Они бывают, для убедительности пишут, что видео для женщин, нет, не для мужчин. Это как бы мы вот только просто рассказываем, что вот такие комплекты. Что интересно, если обратиться к описанию, там единственная ссылка чаще всего будет на ресурсы, вот эти все самые для взрослых. И ничего не будет про одежду написано. Может быть, я английский, мой English very bad, что-то не понимаю, но вот такого формата у них классный контент, который на ютубе, мало того, что он не ограничивается, там нету вот этих предупреждений, которые, вы знаете, кликайте на видео, которое где-то вам кто-то в социальных сетях переслал, да, а там предупреждение, то, что это видео очень опасно для тебя, ты можешь повредиться рассудком, ментальным, ты можешь, твоя жизнь уже больше не будет прежней, и вот это что-то такое жуткое, страшное, у тебя думаешь, блин, ух ты, ну одним глазком я взрослый человек, рискну, посмотрю. Вот там нету ничего такого, никаких предупреждений, абсолютно ноль, и нету никаких ограничений в области возраста. Они, видео доступны на главной странице, в общем доступе и монетизируются. То есть для рекламодателей это приемлемо. То есть человек определенного пола, занимающийся вот этой деятельностью, может вот таким образом обходить правила Ютуба. А если бы мужчина, я не говорю, я, предположим, какой-то мужчина, которого бы звали, предположим, Андрей, одел бы черный прозрачный носок, и это была бы вся одежда на свою гениталию, и стал бы рассказывать, вот смотрите, вот у меня такой вот черный прозрачный носок, вот такой классный комплект. У меня 10 комплектов по одному носку. Есть красный носок, вот, есть белый. Да вот. Думаете, через сколько бы меня заблокировали? То есть в смысле Андрея, оговорился. Вот того Андрея. Я думаю, в процессе загрузки. Другое дело, да, вот кто-то скажет, ну, там вообще там про африканцев, да, они там вообще голые и так далее. Другое дело, когда видео, которое имеет художественную ценность, там как-то вот такая, чтобы подчеркнуть момент, там есть какая-то это самая вот такая, ну, ненавязчивая обнаженка, которая не делает на этом акцент. Фильм какой-то, не знаю, картина, да, вот там нету на этого акцента на гениталиях и вот этим прочим. Это, знаете, как юмор у Comedy Club. Он акцентированно пошлый и беспонтовый. Акцент на пошлость и похоть. Вот их акцент.
Поэтому это дно у них сейчас, которое они пытаются продать. Так и в этих видео с этими девушками замечательными. Я сейчас чувствую, много поклонников ТНТ, наверное, обиделись и ушли. Ну и ладно, тогда и пока. И вот эти вот девушки тоже акцентируют на этих гениталиях, на этих своих половых признаках и прочем. И за счет этого монетизируют в том числе контент, и он продвигается. Хотя такое по правилам Ютуба это должно баниться и не допускаться в общий доступ. Даже на стадии загрузки. Просто-напросто. Потому что одеждой это трудно назвать. Почему? Оденьте кто-нибудь вот такую одежду и посетите церковь. Что? Как вы думаете? Вот в России оденьте вот такую одежду и пойдите в церковь. Как вы думаете, вас насколько привлекут за оскорбление чувств верующих? Я ни в коем случае не хотел верующих оскорбить, и это чисто теоретический пример. Я уж не говорю про ислам или какую-то другую религию в какой-то другой стране. Я даже не знаю, что вас там за это сделали. Те, кто как бы знает особенности религии и каких-то стран, регионов, можете написать, что бы там произошло. Вот такой у нас новый вызов. Что я предлагаю, как ютубер, делать? В первую очередь, есть два варианта. Выбор, конечно, за вами. Первый вариант, когда на главной странице подобное появилось, есть 3 точки, нажимаешь «Пожаловаться». Жалоба уходит. Второй вариант. Если вы это все поддерживаете, и вы считаете, что я тут что-то, ну и подумаешь, зарабатывают, совращают детей, совращают, ничего страшного, да, как бы прогнивший Запад продвигает свои прогнившие ценности. Ничего страшного. Те могут просто как бы пройти мимо. Третий вариант. Можно просто, чтобы такое не попадалось, там же нажать на 3 точки и нажать «Не рекомендовать подобное». Большая часть рекомендаций идет. Я думаю, мне под видео уже подобное напишут, скажут, вот ты нажми вот туда вот, и все. Но проблема не будет решена. Как вы думаете, если ваш ребенок, не достигший там, к примеру, сознательного возраста, вы его оставите наедине с Ютубом, пока вы там что-то готовите, он возьмет в телефоне, да, будет так листать. И раз у него в правом столбике вот такое всплывет. Вообще легко. Рекомендации. Ничего удивительного. Вспомните, как рекомендации на Ютубе в 2022 году работали. Вспомните, как сейчас они работают. На главной странице рекомендуются записи стримов. А сами стримы, когда в прямом эфире идут, не рекомендуются. За рекомендации это отдельный разговор. Поэтому для самых прошаренных и борцов, прямо серьезных с этим беспощадно, вы можете открыть подобное видео и нажать там «Пожаловаться» и указать тайм-коды соответствующие. И потом лучше это сделать во вкладке, открыть новую вкладку, и потом нажать «Не рекомендовать». Вот если вот так сделаете, это вам лайк сразу лично от меня. Потому что, во-первых, вы исключите из рекомендаций подобное видео, вы на него пожалуетесь, и сделайте свой вклад в безопасность Ютуба. Если вы думаете, что Ютуб станет безопасным без нас, то нет. Пока таких жалоб не станет сотни тысяч, Ютуб не станет безопасным. Ютуб оценивает лишь одну угрозу, которая может его закрыть на определенных территориях. Эта территория не Россия. Поэтому мы можем сделать свой вклад. Если даже ты не русский, пойми, тем, что ты проходишь мимо, твой ребенок, сын, дочь, без разницы, может попасть под это развратное, лицемерное, лживое болото, как YouTube. Но ты можешь YouTube изменить. Ты в силах это сделать. С вами был Андрей. Всем пока.